Всем привет! Вы на моем канале Вернита Вязание. Рада вас приветствовать, и сегодня я приготовила мастер-класс по джемперу из буклированной пряжи. Джемпер получился воздушный, мягкий и одновременно теплый. Данный джемпер я вязала на размер М, но и он сможет подойти под размер S, только будет более свободный. Поэтому если у вас размер МС, вы можете вязать по моим расчетам. Сейчас я пробегусь с вами по размерам и потом приступим к вязанию. Данный джемпер в ширину вышел 60 сантиметров, в длину от края до верхней части плеча вышло 59 сантиметров, длина рукава 41 сантиметр и длина горловины 22 сантиметра. А теперь приступим к вязанию. Для джемпера нам понадобится буклированная пряжа. Я буду использовать фирмы Anlivi в 200 граммах 700 метров. Будет у меня 3 оттенка. Два основных — это коричневый и белый, и дополнительно будет бежевый оттенок. Ниточка достаточно тонкая, поэтому буду вязать я в 2 нити. То есть я дополнительно отмотаю клубочек, и чтобы потом вязать в 2 нити. Дальше нам понадобятся круговые спицы 7 миллиметров, длина 100 сантиметров. Я буду вязать весь джемпер одними спицами, то есть и резиночку, и основное полотно все одними спицами. Прежде чем приступить к вязанию, нужно сделать небольшие расчеты. Изначально нужно связать образец 10 на 10 сантиметров. Я вязала спицами номер 7 лицевыми. И в 10 сантиметров я посчитала, у меня 11 петель. Соответственно, в 1 сантиметре будет 1,1 петля. Далее нужно измерить обхват бедер. У меня 100 сантиметров. И к этому обхвату нужно прибавить от 7 до 10 сантиметров для свободы облегания. Но я хочу, чтобы у меня джемпер был свободный и в ширину составлял примерно 60 сантиметров. Поэтому к обхвату бедер я прибавила 20 сантиметров. Значит, общий обхват у меня получается 120 сантиметров. И далее мы берем вот этот общий обхват и умножаем на количество петель в 1 сантиметре. У меня в данном случае на 1,1. Получается 132 петли. Мне нужно набрать для моего джемпера. И плюс 1 петля для замыкания в круг. Вязание я начинаю с белой пряжи. На спице я набираю 133 петли. Нужно сначала отмотать достаточно длинную ниточку. И набираем любым удобным для вас способом. Напоминаю, что вяжу я спицами номер 7. Итак, я набрала 133 петли. Далее нам нужно вязание соединить в круг. Здесь я завязала узелок. И теперь берем петлю с левой спицы, переносим на правую. Перенесли. И ее нужно протянуть через петлю на правой спице. Вот так вот мы ее протягиваем и снимаем. Вот так должно получиться. И вот эту петлю возвращаем на левую спицу. Все. Так мы соединили наше вязание в круг. И на спицах у нас теперь 132 петли. Далее приступим к вязанию резинки. Резинка будет 1 на 1. 1 лицевая и 1 изнаночная. Провязываем 1 лицевая, 1 изнаночная и чередуем. 1 лицевая, 1 изнаночная. Так вяжем по кругу до конца ряда, и резинкой нужно будет связать 10 сантиметров белой пряжей. Я связала резинку 10 сантиметров. Далее этой же пряжи белой нужно связать один ряд просто лицевыми. После лицевого ряда меняем пряжу на бежевую. Вот я ее уже присоединила. И продолжаем вязать лицевыми. Нужно связать всего лишь один ряд бежевой пряжей. Итак, я довязала ряд из бежевой пряжи до конца, поменяла бежевую пряжу на коричневую, вот уже присоединила.
И теперь вяжем по кругу лицевыми коричневой пряжей. Нужно связать полоску 10 сантиметров. Итак, я провязала коричневую полоску 10 сантиметров. Далее присоединила бежевую пряжу. И бежевой пряжей мы провязываем один ряд лицевыми, как мы провязывали после белой пряжи. После бежевого ряда присоединяем белую нить и продолжаем вязать белой нитью. Нужно связать 10 сантиметров. Вяжем также лицевыми по кругу. Итак, я провязала 10 сантиметров белой пряжей. Далее снова переходим на бежевый и провязываем ряд бежевый. После бежевой снова вяжем коричневую полоску, но провязать нужно будет пока 5 сантиметров. Итак, я связала 5 сантиметров коричневой пряжи. На этом этапе мы разделим наше вязание пополам. Будем теперь вязать отдельно перед и отдельно спинку поворотными рядами. Ряд лицевой, ряд изнаночный. Так как мы дошли сейчас до проймы. Общая длина изделия у меня вышла сейчас 37 сантиметров. Если вы хотите джемпер подлиннее, вы можете и побольше связать. Это уже как вы желаете. Под рукав я хочу выделить 20 сантиметров. Это расстояние до скоса плеча. Горловина у меня будет чуть ниже скоса плеча, поэтому сейчас до горловины по переду я буду провязывать 18 сантиметров. Так как я остановилась на 5 сантиметров коричневой пряжи, то есть поворотными рядами, я сейчас заканчиваю коричневую полоску, то есть провязываю 5 сантиметров. И дальше провязываю ряд бежевый, полоску белую и еще ряд бежевый. И получается 2 сантиметра мне нужно будет из коричневой пряжи связать до горловины. Итак, я провязала еще 18 сантиметров переда. Теперь мы переходим к вывязыванию горловины и скоса плеча. Как вы видите, я уже разместила маркеры. Как их разместить, я сейчас вам подробно объясню. Горловину и скос плеча мы будем вязать укороченными рядами. Для этого нужно сделать небольшие расчеты. Взять количество петель, которые у нас есть на передней части, и разделить на 3. У меня 66 петель, делим на 3 части, получается по 22 петли на каждую часть. Теперь часть, где у нас горловина, ее нужно разделить еще раз на 3. Получается у меня по 7 с боков и 8 посередине. Вот эту середину 8 петель мы не трогаем, они у нас не будут участвовать в укороченных рядах. А вот эту часть нам нужно распределить. Для этого сначала нужно посмотреть, сколько у нас в 1 сантиметре рядов. У меня в данном случае получается в 1 сантиметре 2 ряда. А горловину я хочу сделать 5 сантиметров в глубину. Соответственно, в 5 сантиметров у меня будет 10 рядов. То есть за 10 рядов я должна закрыть эту горловину. То есть связать. 10 рядов это получается 5 лицевых и 5 изнаночных. Соответственно, мы будем на 5 частей делить вот эту нашу горловину. Вот я и разделила на 5 частей, и теперь эти 7 петель нам нужно распределить на 5 частей. Я распределила 2, 2, 1, 1, 1. Если у вас здесь больше петель, то можно начинать с 3, 4, допустим, 4, 3, 2, 1, 1 и по убывающей. Получается, я горловину закрываю за 10 рядов, а скос плеча я хочу закрыть за 8 рядов. То есть мы начнем сначала с горловины, а потом уже перейдем на скос плеча. Значит, если за 8 рядов, то получается у нас 4 лицевых ряда и 4 изнаночных. Значит, нужно на 4 сектора разделить. 22 петли делим на 4 сектора, и я распределила 6, 6, 5, 5 петель. Если у вас тут тоже больше значения, можно начать с семерки. 7, 6, 5, 5 по убывающей. Вот такие расчеты мы сделали. С левой стороны все то же самое. А теперь приступим к вязанию, и я наглядно покажу, как вывязывать вот эти все укороченные ряды. А теперь покажу, как я распределила маркеры, опираясь на схему. Итак, середина у нас 8 петель. Я выделила вот так вот маркерами. Вот это 8 петель, мы их не трогаем, мы их не провязываем в укороченных рядах. Далее мы распределяем 2 петли и вешаем маркер. 1, 2, повесили маркер. Следующие 2 петли повесили. 1, 2, маркер. Потом через 1 петлю маркер, еще через 1 петлю маркер и еще через 1 петлю маркер. Все.
Здесь у нас заканчивается горловина. Я повесила вот такой отделяющий маркер. Дальше у нас идет скос плеча. Отсчитываем 5. 1, 2, 3, 4, 5 петель. Вешаем маркер. Еще 5. Отсчитываем маркер. И по 6 петель. Здесь 6 маркер. И последний у нас 6 петель идет. Вязать будем таким образом. Первый ряд лицевой мы вяжем все петли плеча. Потом петли горловины, не доходя вот этих двух последних до первого маркера. Вот до первого оранжевого маркера. И разворачиваем наше вязание вот сюда, по изнаночной стороне, в начало. И так мы будем укороченными рядами вязать, не довязывая вот эти вот петли горловины, пока не дойдем вот до сюда. И также будет не довязывать до скоса плеча петли. Сейчас вам все наглядно покажу. Вяжем первый ряд. Я буду продолжать вязать коричневой пряжей. Сейчас лицевая сторона, лицевой ряд. Провязываем все петли плеча, провязываем петли горловины, не довязывая 2 петель, то есть доходим до первого маркера. Вот эти 8 петель мы не трогаем, как я вам уже говорила, и не довязываем вот эти 2 петли. Первую я петлю снимаю. И дальше вяжу лицевыми. Доходим до маркера, его просто переснимаем на спицу. И продолжаем дальше вязать. Итак, вот я дошла до маркера, не довязала 2 петли. И в этом месте мы разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Вернули. Теперь мы будем вязать изнаночными до конца ряда. Первую петлю мы снимаем, мы ее не провязываем. Вот, мы ее сняли. И в этом месте нить нужно отвести назад. На спице вот получится вот такие вот 2 петли. Это так и должно быть. И теперь нить мы выводим вперед. То есть как бы мы ее вот так вот перевернули. Теперь нить спереди у нас. И мы можем продолжать вязать изнаночными. Переснимаем маркеры и до конца ряда вяжем изнаночными. Итак, второй изнаночный ряд я довязала, повернул вязание на лицевую сторону, вяжем третий ряд. Также провязываем петли плеча, провязываем петли горловины и не довязываем до второго маркера, то есть еще 2 петли не довязываем. Если смотреть на схему, то мы опять вяжем петли плеча и не доходим вот до этой точки, до второго нашего маркера. Итак, я дошла до второго маркера, не довязав еще 2 петли, и в этом месте снова разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И также первую петлю мы снимаем, рабочую нить отводим за спицу, образовалось так вот опять 2 петли, и снова ее выводим вперед. И продолжаем вязать изнаночными. Маркер я переснимаю и провязываю следующие изнаночными. Снова маркер я переснимаю и дальше изнаночным. Итак, вяжем изнаночными, не доходя первого маркера на плече у нас, то есть не доходя 6 петель до конца. Итак, вот я дошла до маркера первого от плеча, и в этом месте мы разворачиваем вязание на лицевую сторону. Будем вязать 5-й лицевой ряд. То есть в процесс у нас уже постепенно вместе с вывязыванием горловины вывязывается скос плеча. Первую петлю мы снимаем лицевую, нить у нас вот за работой, мы ее выводим вот сюда вперед, и также у нас образуется 2 петли. Теперь мы ее снова выводим за работу и вяжем лицевыми.
Лицевым продолжаем вязать уже до третьего маркера зеленого нашей горловины. То есть, если посмотреть на схему, мы сейчас не довязали 6 петель, дошли до этой точки, разворачиваемся и идем теперь вот до этой точки, до третьего маркера. Итак, я дошла до третьего маркера горловины и разворачиваем вязание. Вяжем изнаночный 6-й ряд. Первый мы снимаем. Также нить выводим за спицу. Образуется вот такая снова двойная у нас петелька. И выводим ее вперед. Маркер я переснимаю. И снова вяжу изнаночными. Изнаночными мы вяжем до второго маркера нашего плеча. Итак, я дошла до второго маркера. И теперь мы снова разворачиваем на лицевую сторону. Первую петлю мы снимаем. Переводим нить перед работой. Делаем такую двойную петлю снова. И уводим обратно за спицу, за работу. Теперь вяжем лицевыми. Провязываем петли оставшиеся плеча и доходим до 4-го розового маркера. Если смотреть на схему, мы сейчас довязали до вот этого маркера. Здесь снова развернулись и доходим до 4-го розового маркера. Итак, я провязала 7-й лицевой ряд, дошла до 4-го розового маркера и снова разворачиваю на изнаночную сторону. Будем вязать 8-й изнаночный ряд. Первую мы снимаем, отводим нить за работу и выводим ее вперед. Дальше вяжем изнаночными до 3-го маркера нашего плеча. Итак, я дошла до 3-го маркера и снова разворачиваю на лицевую сторону. Следующий 9-й ряд снова вяжем лицевыми. Первую я снимаю, перевожу нить перед работой и снова назад увожу. И вяжу теперь петли лицевыми до вот этого маркера, где у нас заканчивался вырез горловины. Если смотреть на схему, мы провязали до последнего маркера 3-го нашего плеча и развернулись и довязали до края нашей горловины. Все, мы вывязали на этой части горловину и скос плеча. Дальше переходим на следующую левую часть. Сначала расставим маркер, как мы расставляли по этой части, и будем с вами провязывать левую часть. Итак, я повесила все маркеры на другой стороне, то есть от середины горловины 2 петли маркер, 2 петли маркер, 1 петля маркер, 1 петля маркер, 1 петля и маркер, где у нас заканчивается горловина. Дальше идет плечо. 5 петель маркер, 5 петель маркер, 6 петель маркер и последние 6 петель. Мы остановились, где у нас начало горловины было. Теперь продолжаем вязать лицевыми. Там, где у нас двойные петельки образовались, мы их провязываем как одна лицевая за передней стенки. Так мы ее провязываем. Следующая тоже у меня двойная, мы также ее провязываем лицевой. Еще одна такая двойная, также лицевой. Следующая лицевая, снова двойная, 2 вместе лицевой, так провязываем. И 2 лицевые. Теперь мы дошли до середины горловины, там, где мы откладывали 8 петель. Ее также провязываем лицевыми, и весь ряд до конца мы провязываем лицевыми. Итак, я довязала до конца лицевой ряд. Теперь поворачиваем на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны начинаем отсчет. Начинаем вязать первый ряд, вяжем мы изнаночными.
И в первом ряду мы провязываем все петли плеча, петли горловины, не довязывая 2 петель до первого маркера. Итак, я дошла до первого маркера, и в этом месте мы поворачиваем вязание на лицевую сторону. Вяжем второй ряд лицевыми. Первую петлю мы снимаем и нить выводим наперед, вот так. То есть у нас опять образовалась двойная петелька, и снова нить вводим за работу. И продолжаем вязать лицевыми до конца ряда. Итак, я дошла до конца ряда. Теперь поворачиваем вязание снова на изнаночную сторону. Вяжем третий ряд, снова провязываем его изнаночными. Провязываем все петли плеча, петли горловины, не довязывая 2 петель до второго маркера. Итак, я дошла до второго маркера и разворачиваем вязание на лицевую сторону. Вяжем 4-й ряд лицевыми. Первый снимаю, ниточку перевожу на лицевую сторону и отвожу снова назад. Опять у нас двойная петелька получилась. Маркеры я переснимаю и дальше вяжу лицевыми. Вяжем лицевыми до первого маркера плеча, не довязывая 6 петель. Вяжем 5-й изнаночный ряд. Первую мы снимаем, отводим нить за работу и снова вперед ее выводим. И дальше вяжем изнаночными, провязывая петли плеча, и доходим до 3-го маркера горловины. Итак, я дошла до зеленого маркера, до 3-го, и разворачиваем вязание на лицевую сторону. Вяжем 6-й лицевой ряд, первую снимаем, ниточку перед работой выводим и снова назад. Двойная петля. Маркер я переснимаю. И далее вяжем лицевыми 6-й ряд, провязываем до 2-го маркера нашего плеча. Довязали до 2-го маркера и разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Вяжем 7-й изнаночный ряд. Снова первую снимаем, отводим нить за работу, выводим вперед и вяжем изнаночными до 4-го маркера розового нашей горловины. Дошли до 4-го розового маркера, поворачиваем на лицевую сторону. Вяжем теперь снова лицевыми. Первый снимаем, переводим нить, образуем двойную петлю и вяжем лицевыми до 3-го маркера плеча. Вяжем 8-й ряд. Дошли до 3-го маркера, разворачиваем на изнаночную сторону, вяжем 9-й ряд изнаночный, первый снимаем, отводим назад, вперед и вяжем изнаночными теперь до маркера, где у нас заканчивалась горловина. На этом этапе мы закончили вывязывать укороченные ряды по плечу и по горловине. Маркеры можно все уже снять, и нужно этот ряд изнаночный довязать до самого конца, до правой части плеча. Там, где у нас получились сдвоенные петли, мы их провязываем вот так вот вместе изнаночными. Вот так вот выглядит наша горловина. Вот так вот скос плеча с одной стороны и с другой стороны. Далее мы переходим к вывязыванию спинки. Спинку вяжем поворотными рядами туда-обратно, так же как и перед. Нужно связать 19 сантиметров. То есть я опять довязываю коричневую полосу, вяжу белую полосу и дальше перехожу снова на коричневую нить и вяжу 3 сантиметра коричневой полосы. Я провязала 19 сантиметров спинки, и по спинке теперь будем делать скос плеча. Горловину мы вывязывать не будем, будут только скосы плеч с одной стороны и с другой. Будем сразу 2 плеча вывязывать. Вот я отметила 22 петли
с одной стороны идут, которые на скос плеча, и 22 петли с другой. Маркеры уже развесила, нужно повесить 4 маркера. Так же, как мы и делали по переду, отсчитываем 6 петель, потом ставим маркер, 6 петель маркер, 5 петель маркер и еще 5 петель маркер. Все. И с другой стороны точно так же. Вяжем первый ряд. Я нахожусь на лицевой стороне, первый ряд лицевой, первый снимаем и провязываю все петли лицевыми. Вяжем петли первого скоса плеча и доходим до первого маркера с левой стороны, не довязывая 6 петель. Я дошла до первого маркера, не довязав 6 петель, и в этом месте разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую мы снимаем, отводим нить за спицу и снова вперед выводим. И продолжаем вязать изнаночными. Теперь не довязывая до первого маркера с правой стороны. Итак, я провязала второй изнаночный ряд, дошла до маркера, не довязав 6 петель. В этом месте разворачиваем вязание на лицевую сторону. Вяжем третий лицевой ряд. Первый мы снимаем и переводим нить перед спицей, образуется двойная петля, и выводим снова назад. И продолжаем вязать лицевыми. Теперь мы вяжем лицевыми до второго маркера с левой стороны. Я дошла до второго маркера и снова поворачиваю вязание на изнаночную сторону. Продолжаем вязать четвертый ряд изнаночными. Первый я снимаю, перевожу нить назад и вперед и вяжем изнаночными до второго маркера с правой стороны. Я дошла до второго маркера, переворачиваю вязание на лицевую сторону, вяжем пятый лицевой ряд. Первую, как обычно, мы снимаем, нить переводим перед спицей, снова вводим назад и вяжем лицевыми. Теперь вяжем до третьего маркера с левой стороны, до зеленого. Я дошла до третьего маркера с левой стороны. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону, вяжем 6-й изнаночный ряд. Нужно провязать до третьего маркера с правой стороны. Я дошла до третьего маркера, разворачиваем вязание на лицевую сторону, вяжем лицевой ряд лицевыми, продолжаем вязать до последнего 4-го маркера с левой стороны. Все, дошла я до последнего 4-го маркера, провязала 7-й лицевой ряд, поворачиваю на изнаночную сторону и вяжем последний 8-й изнаночный ряд до последнего 4-го маркера с правой стороны. Итак, я дошла до последнего 4-го маркера, и чтобы у нас на середине не заканчивалось вязание, я провяжу все петли вот эти до конца ряда. Вот такой у нас вышел скос плеча с одной стороны. Здесь у нас прямо и скос плеча с другой стороны. Получается так же, как и по переду, мы его вывязали за 8 рядов. Перед и спинка у нас связаны. Я сейчас пересняла все на одни спицы. И мы приступим к закрытию плеча по открытым петлям при помощи 2 спиц. И понадобится нам крючок такого же размера, либо на размер поменьше. И наше изделие нужно будет вывернуть на изнаночную сторону. Итак, я вывернула джемпер наизнанку, соединила перед и спинку по плечу. Так как у нас на плечо выходило 22 петли, то и закрывать мы будем 22 петли. Итак, соединяем наши вот спицы друг с другом, берем крючок, снимаем первую петлю с ближней спицы на крючок, сняли, и снимаем первую петлю с дальней спицы на крючок. Нитка у меня вот на дальней спице. И теперь захватываем нить и провязываем через 2 петли. Все, вот такая петелька у нас получилась. Теперь снова берем петлю с ближней спицы и петлю с дальней спицы. И провязываем через 3 петли нашу нить. Получается еще одна петля. Итак, продолжаем повторять, пока мы не вывяжем все 22 петли.
И еще в некоторых местах могут попасться сдвоенные петли от укороченных рядов. Все две переносим на крючок и считаем как за одну. Так, я закрыла 22 петли плеча. Так вот выглядит с изнанки. Вот такой шов, это с лицевой стороны получается. Итак, вот у нас осталась последняя петля. Ниточку нужно отрезать и протянуть через эту последнюю петлю и затянуть. Далее нужно перейти ко второму плечу. Для этого нужно петли вот спинки или переда, смотря что у вас здесь, переснять на спицу. Так вот переснимаем, чтобы у нас спицы оказались с этой стороны. Так, спицы теперь я перевела на эту сторону, на второе плечо. И закрываем это плечо точно так же, но для начала присоединяем снова нашу нить. Я закрыла одно плечо и второе, вывернул на лицевую сторону джемпер, и у нас остались петли горловины со спинки 22 петли и спереди 22 петли. Сейчас мы будем вязать горловину. Я присоединяю снова коричневую пряжу и буду вязать по кругу резинкой 1 на 1, одна лицевая, одна изнаночная. И при соединении спинки и горловины у нас образуется здесь вот такое небольшое отверстие. Чтобы такого не было, я буду доставать отсюда еще одну дополнительную петлю с одной стороны и с другой стороны. Тогда у нас вот такой дырочки не будет. Приступим к вязанию горловины. Я присоединила коричневую пряжу. Начну вязание я со спинки теми же спицами номер 7. Вязать буду резинку 1 на 1, одна лицевая, одна изнаночная. Итак, провязываем все петли спинки. Итак, вот я дошла до плечевого шва, провязала спинку, закончила изнаночной. И теперь из плечевого шва вот так возьму петельку и провяжу лицевую. И дальше продолжаем. Изнаночная, лицевая. Вяжем так петли переда до второго плечевого шва. Итак, я дошла до второго плечевого шва, закончила я вязать лицевой петлей, и рядом с плечевым швом я вот опять захватываю петельку, и так как у меня была сейчас лицевая, я ее провяжу изнаночной. И дальше продолжаю вязать лицевая, изнаночная. Итак, продолжаем вязать резинку 1 на 1. Я хочу связать 3 сантиметра. Я провязала 3 сантиметра горловины. И теперь буду ее закрывать. Закрывать можно любым удобным для вас способом. Я буду таким. Первый я провязываю лицевой, вторую лицевую и протягиваю через первую. Закрывать нужно горловину не туго, чтобы у нас не было стянуто горлышко. Вот я закрыла петли горловины. Вот такой ворот у нас небольшой получился. Далее переходим к вязанию рукавов. Вяжем рукав. Так как пройма у меня вышла 25 сантиметров, то набирать по спинке я буду 25 петель и по переду 25 петель. Все это замыкать в круг. Нужно привязать коричневую пряжу. То есть начинаем мы с коричневой. И при помощи крючка, либо можно сразу спицами. Спицы я беру снова 7 миллиметров. И вытягиваем петли. Либо можно при помощи крючка. Если спицы толстые неудобно, мы сначала вытягиваем петлю и накидываем на спицу. И так далее. Набираем сначала 25 до плечевого шва. И после снова 25 к началу. В итоге получится 50 петель. И будем вязать рукав мы по кругу. По кругу лицевыми, как мы вязали перед и спинку. Итак, вот я набрала 50 петель на рукав. И будем его вязать лицевыми. По принципу, как мы вязали перед и спинку. По кругу будем вывязывать снова полоски. Нужно провязать 2 полоски коричневые, посередине белая. И не забываем про полосу из бежевой пряжи в один ряд. Я провязала 3 полоски рукава, коричневая, белая и коричневая, между ними бежевые полоски. Далее присоединяем белую пряжу и также продолжаем вязать по кругу, но уже белой пряжей резинку вяжем 1 на 1, так как мы вязали в начале вязания. Резинку буду я вязать также 10 сантиметров. Вы регулируете длину рукава уже под свой размер. То есть у вас может резинка поменьше быть или побольше, это уже на ваше усмотрение.
Итак, я провязала 10 сантиметров резинки и на этом этапе буду закрывать рукав. Закрывать я буду так же, как и закрывала горловину. Провязываю лицевую первую, вторую лицевую и протягиваю через первую. Лицевая, протягиваю через петлю. И так до конца ряда. Второй рукав вяжется аналогично. Я довязала рукава, и наш джемпер теперь полностью готов. На него у меня ушел полностью конус из белой пряжи, и чуть-чуть осталось вот коричневый. Бежевый тоже немного ушло. Я надеюсь, вам понравился мой мастер-класс, и вы с удовольствием свяжете джемпер в полоску из буклированной пряжи для себя и своих близких. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.